Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 июля. Что прояснится? Давайте с вами узнаем. Уран в Близнецах. И это свидетельствует о том, что какой-то шаблон меняется, какая-то концепция ломается, может быть, тоже. Но для вас открываются новые перспективы. Здесь важно не пропустить что-то очень важное. Вы можете острее чувствовать, чем остальные. И планетарно, мои дорогие, тоже для вас какой-то очень добрый, успешный период с хорошей дистанцией. Это не на декаду, это вообще в целом, как, знаете, качество жизни можно изменить. Конечно, все зависит от нашей решимости. Кто-то, тут ведь основной, знаете, основной критерий или основная загрузка, на что вы решитесь именно. Потому что кто-то не захочет ничего ломать, может быть, слишком тяжеловато. Или кто-то может сказать, у меня возраст другой, чтобы мне сейчас пробовать что-то новое. Или вообще как-то так пытаться изменить жизнь. Я уже жду, чтобы не было хуже. Вот кто-то может просто так рассуждать. И это было бы ошибочно. Но тем не менее, что прояснится? А я вас хочу пригласить на свой сайт. У меня там астрологический прогноз на июль, и я думаю, что какие-то подсказки вы получите. Никогда не знаешь, где какая подсказка придет. У нас 2 колоды, и одна из них 78 дверей, метафорические карты. И я хочу спросить, достать 3 карты, как знаки судьбы, может быть, как сфера жизни, или какая-то подсказка тоже к вам придет. Открыты двери или закрыты? Куда нам идти? Чем нам заниматься? Чему отдать предпочтение? Ну, подумать явно надо будет. 4 мечей, приведи мысли в порядок. Может быть, где-то забота и о здоровье, о теле имеется в виду. В первую очередь отдых. Есть, как и, видимо, о чем подумать, да? Или что требует такой холодной аналитики. Все-таки карта холодная, она безэмоциональная. Но есть еще и те вопросы, которые могут касаться непосредственно именно нашего здоровья, самочувствия. Если мы говорим какие-то процедуры, оздоровительные. Карта не говорит, что мы болеем, мы восстанавливаем силы. Ну, как и мысли в порядок, так и силы в порядок. Одним словом, больше порядка в свою жизнь вносим. Где-то предусмотрено, что мы избавляемся от ментального мусора. А Уран нам еще помогает, прямо скажем. Итак, что же прояснится? Что прояснится, мои дорогие весы, в эту декаду для вас? Достанем карту неожиданности. Может быть, это просто информация, которую вы слышите, но зачем-то вам это важно знать или применить как-то к себе. Что уйдет? А что придет взамен? Не обязательно, что это вот прямо что-то уходит. Это может быть банально какая-то тема, вопрос, которую вы закроете, окончательно решите и на другой уровень как переходите или начинаете заниматься чем-то другим. Вот давайте 3 знака судьбы. Какие двери открыты, закрыты и каков ключ? А может, мы и не будем ничего открывать? Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Первый знак судьбы для вас, весы. Второй знак судьбы и 3-й знак судьбы. Ну и карту совет, как заключительный аккорд. Откроем в самом конце. Так что же прояснится, какая сфера жизни? Ух, рыцарь жезлов. А уже как будто рыцарю не важно, что там прояснится. Он готов к неожиданностям. Это какой-то драйв. Это приток жизненных сил, энергии, активности. Когда мы, в принципе... Это карта где-то мужества, когда мы смело идем вперед, и мы готовы к любого рода неожиданностям, поворотам судьбы. И, может быть, даже где-то превратностям. Рыцарь жезлов, он решительный. Вот у вас, может быть, это еще карта скорости, что прояснится. Может, какая-то тема быстро прояснится. Чего угодно может касаться. Жезлы – это у нас больше дела, работа, бизнес, как ваша занятость или ваши планы. Здесь будет, может быть, вообще какой-то калейдоскоп. Одно прояснилось, и вы это уже как за плечами оставляете. Дальше идете, еще какая-то, либо новость, либо информация, либо какое-то дело. И самое главное, по этой карте не отложить чего-то на потом.
потому что потом не будет возможности быстро как-то поворачиваться, быстро анализировать и быстро принимать решения, причем в самых неожиданных ситуациях. Но вам этот драйв будет нравиться. Нет застоя. Наверное, любой драйв, лишь бы не болото. И вы можете, кстати, где-то соскучиться по новым энергиям, по движению. Иногда эта карта будет символизировать просто банально поездку. И у нас июль, мы говорим все же это летний месяц, правда, у кого-то, ну, может быть, так вы проводите отпуск. Не обязательно, что вы куда-то далеко отправляетесь, а даже в места знакомые. Или вы поедете в какое-то место для того, чтобы именно там, на местности, прояснить какой-то вопрос. Вы больше, как хотите, воздуха, свободы. По этой карте как раз это и проходит. Ничто не ограничивает. Но и одновременно больше точности, больше порядка. Вот не случайно 4 мечей вам перевернулась, потому что по рыцарю жезлов мы именно что-то осуществляем для того, чтобы не упустить какую-то возможность. Поэтому тут и может быть, знаете, такая разношерстная информация, которую вам нужно проработать. Или найти дополнительную информацию, прежде чем мы поймем, вот этому стоит доверять или нет. Но то, что будет интересно и скучать будет некогда, в эту декаду нам карта уже предвещает неожиданности. Здесь может быть даже и знакомство с новым человеком. Почему нет? И по королеве жезлов это сильные люди проходят. И не обязательно, что это будет именно девушка, женщина, может быть, это и мужчина, но вот в таких энергиях. Все же энергии карты королева жезлов и король жезлов кардинально разные. А здесь у нас энергии того человека, который создал себя сам. Тот, который задумал свой план. И теперь за счет чего? Собственно, вот эта сила приходит, а потому что какой-то богатый опыт проб и ошибок, увы. Но теперь эти ошибки складываются в какую-то ситуацию, когда нас это уже не ранит, но мы помним, куда нам не надо или с какой ситуацией мы можем столкнуться. Здесь действительно вам опыт помогает. И чего бы ни касались неожиданности, если мы уже отвлечемся даже от личной, допустим, жизни, или пусть это не личная жизнь, все же по королеве жезлов здесь чаще всего проходит, если мы вопросы любви, то тогда страстная любовь. Такое тоже может быть. Но жезлы, дела, работа, бизнес, откуда приходят деньги. И более удачливо в работе с информацией и именно в правильном распоряжении деньгами королева жезлов. Ну так вот у вас ведь может быть связь с таким человеком, неожиданное знакомство, но он о себе не склонен много рассказывать. Может быть, и карты вам предлагают на себя примерить такие энергии. Потому что первая карта как будто даже бы подталкивала вот к таким решениям. Мы, да, оставили уже прошлое в прошлом, но ситуацию мы не забыли. И она нам будет помогать, как прежний опыт или нашу готовность идти по этой ситуации. Очень символично, потому что первая карта – рыцарь мечей. И у кого-то это будет как ваша сфера деятельности или откуда к вам приходят финансы, каким образом вы зарабатываете, а у кого-то это будет личная жизнь. И всегда в большинстве колод возле королевы жезлов присутствует черный кот. Это прообраз, что королева умеет хранить молчание. Она хранит тайны и чужие, но и собственные секреты тоже. Вы никогда от нее не узнаете, что же задумала королева. Она найдет 1001 способ уйти от темы, если вы начнете задавать беспардонные вопросы. Ну вот где-то и примерьте на себя. Это в неожиданностях. Вы, значит, можете столкнуться не только с какой-то информацией, а с разными людьми. Поэтому даже с какими-то даже непрогнозируемыми вопросами из разряда беспардонных. Будьте готовы, как неожиданность вам могут их создавать. Почему? А вы в центре внимания, мои дорогие весы. Кому-то явно будет хотеться узнать о вас поподробнее, познакомиться с вами поближе. Может быть, и вам тоже это интересно. Но тогда примите во внимание, вы не должны быть как открытая книга. Что уйдет? 4 жезлов, нам праздник после победы. Есть что-то, что вы уже можете как будто праздновать и победу, и сам по себе праздник, воодушевление, но все же в позиции, что уйдет. Не застрянь в этом на празднике, в первую очередь надолго.
Будут позитивные моменты, когда вы себя за что-то поблагодарите, это точно. Но карта в этой позиции вам не говорит расслабляться. Вам придется эту победу сохранять. Разные люди будут вокруг вас. И несмотря на то, что вам может показаться, ну вот, вернулись добрые времена, или теперь какая-то ситуация стабилизировалась. Нет, здесь опять будет что-то меняться. Есть какая-то, как промежуточная стадия, или ваша победа. Но эту победу нужно контролировать и сохранять. Ваше положение нужно тоже сохранять. И наперед нам карта говорит в этой позиции, опять будет что-то меняться. Что придет взамен? Ну, кстати, вот все конфигурации могут говорить действительно, пусть не для всех, не для каждого, но для кого-то. Знакомство с очень притягательной персоной. Но если вначале была страсть или какие-то такие яркие эмоции, то потом они могут перерасти во что-то более душевное, более такое гармоничное, спокойное, надежное, потому что по двойке кубков проходит любовь. Что придет, мои дорогие? Что придет взамен? Любовь. Может быть, и, кстати, вот вся эта конфигурация, что прежде у вас какой-то был минус, а здесь вы можете встретить такого человека. И, может быть, человек не совсем вашего круга. Или человек не в ваших энергиях, но он очень вам интересен. Вообще, я бы сказала, не отталкивайте от себя новых людей. И сами не застревайте, как в замкнутом каком-то пространстве. Для вас вот этот драйв вам дает новые ориентиры в жизни. Приносит хорошее настроение. Я бы сказала, у кого-то это может быть даже знакомство, когда вы решаете вопросы в неожиданностях, да? Пошли решать вопросы, может быть, это касается не обязательно деловой сферы, любой другой вопрос. Может быть, даже в инстанции какие-то. Или во время поездки, ну, наверное, в самый даже непредсказуемый момент, и мы никогда не знаем, где нас судьба сводит с другим человеком, правда? И кто знает, то, что поначалу для вас кажется невероятным, вполне вероятно, может быть, какой-то надежной дружбой или, может быть, и новой историей вашей судьбы. Кто знает, есть смысл уделять не только информации, которую вы слышите, но и людям, которых вы встречаете или которые пусть пытаются, может быть, даже вернуться в вашу жизнь после прежних каких-то историй. Но зачем-то, пусть даже на короткий период времени, этот человек вам важен, нужен, а вы нужны ему. Мы никогда не знаем, надолго пришел человек в нашу жизнь или на какой-то срок, но пусть даже на какой-то срок, значит, по двойке кубков есть какое-то очень плодотворное и доброе сотрудничество. По двойке кубков проходит искренность, поэтому пусть это будет искренняя дружба, и в наше сложное время это того стоит. Знаки судьбы. Слушайте свою интуицию. Здесь, знаете, самое важное и главное, оно как лежит на грани между тенью и светом. Ведь Верховная Жрица – это карта как и интуиции, это где-то и интеллект. И это тот человек, земной реальный человек, который принимает, что в нашей жизни существует масса альтернативных вариантов. А любой шаблон нам мешает идти вперед. И это карта независимого человека. Это карта того, кто умеет хранить, опять же, тайны. Вспомним, что сейчас мы называем сегодня Верховная Жрица, а в первых колодах второй это была Оля Папесса. И тот исторический факт, я на этом подробно не останавливаюсь, об этом можно найти самые разные статьи, еще и сняты фильмы. Но поверьте, истина, она где-то рядом, она совсем не в той популяризированной литературе или в снятых фильмах. Правда, как истина всегда где-то рядом. Но тем не менее, когда-то во главе католической церкви стоял не папа, а была женщина. И она скрывала, что она женщина под мужским платьем. Ей это не помешало достичь таких вот высот. Ну так вот и вам карта будет говорить о себе. Не распространяйся. Мы с вами этот вопрос раскрыли максимально полно. Но и слушай свою интуицию. И здесь, правда, старший аркан.
Люди не приходят случайно в вашу жизнь. Зачем-то они вам нужны. Может быть, вы на данный период времени еще пока не видите. Но ведь эта карта говорит о самосохранении. Знак судьбы. Сохраняйте себя, мои дорогие весы. И рассматривайте все контакты, наверное, с разных сторон. Не только чего вы сами хотите, но и не надеть на себя розовые очки. Вот Верховная Жрица ни разу розовые очки на себя не наденет. Может быть, это и у вас есть те отношения, которые скрыты, о которых вы не рассказываете никому. Может быть, и такая вот история тоже. Но тогда вам нужно с этим определиться, что вы дальше будете с этим делать. Чем больше правды в вашей жизни, тем больше последовательности, тем больше правильных действий. Но интуиция вам дает правильные подсказки в этот период. Это такой знак судьбы. Второй знак судьбы – любовь, мои дорогие, туз кубков. И правда, я допускаю, что для кого-то из вас будет и некоторое дежавю. Как и ретро-Плутон, так и Уран в Близнецах может, знаете, вот символизировать такой период, что кто-то из ваших, например, бывших экс-партнеров одумался или вдруг вспомнил былое думы, да, или из разряда накатили какие-то эмоции, приятные воспоминания, связанные с вами, и человек будет пытаться еще раз войти в вашу жизнь или искать примирение. Я такое тоже вполне допускаю. Кстати, тогда вот этот праздник придет и уйдет. Будьте внимательны, сохраняйте себя. И если вы видите какую-то пользу, прямо скажу, от этих контактов или от этой дружбы, определенно стоит продолжать. Но сказать, что мы расслабились, нет, ни разу. Здесь не все так однозначно. И, видимо, в вопросах любви тоже. Потому что Верховная Жрица и туз кубков. С одной стороны, это наполненность. Радость какая-то у вас будет, мои дорогие весы. Может быть, даже сам приятен будет факт, что вам кто-то оказывает знаки внимания. Вот это правда. Вы люди видные, вы великие дипломаты, вы обладаете таким сильным магнетизмом в равной степени, как и девочки, так и мужчины. Поэтому это к вам могут притягиваться. Поэтому не надо быть в каком-то ограниченном пространстве. Вот выходите вы, как у Бродского, не выходи из комнаты. Ну, понятно, там значение обратное, надо выйти наоборот. Вот и вам карты советуют. Самое главное – не одиночество. Самое главное – драйв, контакты, общение. Это ваше все. Ваш знак как специально создан для этого. И это буквально вам помогает. Будьте внимательны, правда. Поэтому радости какие-то вам уже карты даже обещают. И планетарно-то оно тоже так же. Но пока еще, может быть, рано делать выводы. Здесь еще нужно рассмотреть под разными углами. Здесь и себе нужно не навредить, прямо скажем. Поэтому храните молчание. А знаки внимания нужно принимать. Почему нет? Третий знак судьбы. Ну, правда, знаки внимания нужно принимать. Но вот кто знает, может быть, у кого-то возобновление истории любви. Хотя, будем реалистами, ну, ведь не все. Кто-то может и оказаться как раз среди вот этих немногочисленных людей, у кого восстанавливаются первые связи. Или, пусть мы далеко не побежим, праздник после победы, да, уйдет. Может быть, и правда карта нам говорит, но ты будь внимателен, хорошо. Конфетно-букетный период закончился, а потом пошла, ну, какая-то реальность или будни жизни. Праздник не бывает в нашей жизни бесконечно. И рано или поздно, если мы говорим даже о личной жизни, это работа, мои дорогие, ну, правда. Нам приходится работать над взаимоотношениями. Это тоже своеобразный труд. Это эмоциональное напряжение. Но все же, с учетом всех конфигураций карт, я могу допустить, что кого-то могут позвать под венец. Почему нет? И здесь еще карты не говорят, что это как-то стабильно. Все же есть у нас две карты в тех позициях, когда нам говорят, что какие-то могут быть нюансы, которые будут меняться. Поэтому ты тут будь прозорлив и внимателен. Не закрывай на что-то глаза. Для тебя как раз будет очень важно видеть то, что находится в тени. Но не только то, что тебе пытаются транслировать. Но если мы про эту декаду,
Как выйти из каких-то прежних разочарований или закончить какой-то период ожидания, может быть, и по части именно любви, личной жизни. А может быть, у кого-то это творческий проект, и вы ищете тех людей как единомышленников. Вы их, скорее всего, найдете, потому что я вот вижу, что вот дружба тут какая-то точно может продлиться. Или какая-то взаимопомощь, вот это да. И пусть какой-то союз не закончится буквально свадьбой, но почему бы не продолжиться дружбе? И такое я тоже могу допустить. И причем это в одинаковой степени для каждого из вас, хоть мужчины, хоть девушки. Есть то, что вас радует, ну а для людей семейных, может быть, напрямую какие-то добрые новости. Именно либо от ваших взрослых детей, вот такое может быть, или это в вашей личной жизни тоже что-то происходит. Именно личная жизнь, любовь в эту декаду для кого-то будет темой номер раз, мои дорогие. Вот так. И даже для тех, кто сейчас как все поставил на паузу или в одиночестве, обособился от мира, какая-то сложная ситуация вас, ну, так сдерживает, не дает вам свободы полета пока. Но начните делать как минимум первые шаги, а пространство Вселенной вам помогает. Есть все-таки какие-то добрые энергии, которые вас выталкивают из прежнего разочаровывающего состояния, мои дорогие. Позитивные энергии в целом. Давайте откроем карту совет. Двойка жезлов. Двойка жезлов – это когда мы находимся уже в той ситуации, когда нам все знакомо. И в этой колоде карт молодой человек держит земной шар на руке. Вы можете продумывать, куда вы отправитесь. И я бы сказала, вам уже две карты говорят о том, что хватит сидеть на одном месте. Пора разнообразить свою жизнь. И здесь разнообразие у каждого по-своему. Но по двойке мы уже строим планы. Но это не тот план, который несбыточный. Тут скорее в какой-то тезис это надо переложить и на что-то решиться. Купить билет, может быть, и так, мои дорогие. Или купить билет на концерт, например, да, чтобы... Если вы долгое время никуда не ходили, ни в театр, не перемещались, слушая, может быть, музыку, что вы любите? Вот вы спросите у себя, вот самое время себе задать такой вопрос. И доколе буду я сидеть в какой-то статике? Двойка жезлов – это статика. Представьте себе два жезла, один справа, другой слева. И вы словно между двумя ходите от одного к другому. Уже пора выйти на авансцену. Но, может быть, и стоит что-то продумать и закончить какую-то паузу. И с этого, в общем-то, начался наш прогноз. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые весы. Я благодарна за ваши комментарии, за вашу помощь, поддержку, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.